Всем привет, меня зовут Амалия, я авторка песен, битмейкерка, певица. Я пишу музыку более 5 лет в стиле трип-хоп, инди, синт-поп, эмбиент, рэп. Я выпустила 2 EP-альбома, участвовала в музыкальных резиденциях, выступала на фестивалях «Стихия», «Сублимация», «Мокфест», выступала в 139 Documentary Center, участвовала в проектах, писала музыку для выставок и сотрудничала с TBC банком. А однажды на мой бит залетел сам Артем Лоик. Все началось с того, что я 5 лет назад открыла FL Studio и попробовала записать свой первый бит. Он звучал вот так. Сегодня я покажу, как создать трек с нуля, используя бесплатную версию программы FL Studio. Этот урок подойдет всем новичкам, кто не знает ничего о музыке, и также кто более-менее подготовлен. Краткий план урока. Мы начнем с установки приложения, погрузимся в интерфейс программы FL Studio, изучим краткую теорию музыкальную и пошагово создадим бит, используя бесплатные плагины FL Studio. В дополнение я расскажу, как выложить бит на площадку BeatStars и продвигать его через YouTube, а в конце видеоурока я дам домашнее задание, благодаря которому вы можете написать собственный бит. Мой последний альбом «Орasta Kızlar» вышел в 2022 году, и для поддержки альбома мы выпустили вот такой зин вместе с Камилой Рустамбековой. Прежде чем мы начнем создавать бит, нам нужно скачать и установить программу FL Studio. Это очень популярная программа, которой пользуются продюсеры по всему миру. Также для написания битов используется Ableton Live, Logic Pro, GarageBand и Cubase. Но сегодня, чтобы создать бит, мы будем использовать FL Studio. Чтобы скачать бесплатную триальную версию FL Studio, нужно открыть браузер и ввести в поисковую строку FL Studio «Скачать». Переходим на первую ссылку и попадаем на официальный сайт FL Studio imageline.com. Дальше нам нужно выбрать, на какую ос мы запишем FL Studio. Windows или Mac. И нажимаем на кнопку Download. После установки мы открываем файл, дожидаемся загрузки, нажимаем «Далее», соглашаемся с условиями и дожидаемся окончания загрузки приложения. После установки иконка FL Studio появится на рабочем столе. Нажимаем 2 раза и переходим в FL Studio. Теперь давайте познакомимся с интерфейсом FL Studio. Здесь вы видите несколько окон. Слева у нас браузер. Отсюда мы можем выбрать звуки, перетащить их на Channel Rack и использовать для создания бита. В центре находится плейлист. Сюда мы добавляем звуковые дорожки, чтобы их редактировать. То есть мы можем выключать звуковые дорожки, резать так, как удобно, добавлять, удалять. И дорожки работают как слои в торте. То есть мы собираем наш трек из нескольких звуков, которые будут в плейлисте. Слева от плейлиста вы видите Channel Rack. Вот такое маленькое окно в центре FL Studio. Сюда мы переносим звуки из браузера, либо из компьютера. Вы можете открыть любую папку и вытащить оттуда звук и добавить на Channel Rack. Допустим, мы добавим какие-нибудь ударные звуки. У нас здесь есть кик. Попробуем добавить вот такой звук на Channel Rack. Когда он появился в Channel Rack, мы можем его выключить, нажав на зеленую круглую штучку. И мы можем изменить громкость этого звука. Для того, чтобы добавить синтезатор, нужно нажать на плюсик и выбрать любой из этих синтезаторов. Я обычно использую Citrus. У нас появляется окно синтезатора. Здесь мы можем редактировать
этот синт. И для того, чтобы добавить ноты, нужно нажать на цитрус, выбрать Piano Roll, и в этом окне мы можем добавить ноты. Для того, чтобы нарисовать мелодию для синтезатора, мы открыли Piano Roll, и чтобы добавить ноты, нам нужно кликнуть в любое место левой кнопкой мыши, и у нас появляется нота. Редактировать ее длительность можно, удерживая левую кнопку мыши и потянув направо. Также, чтобы удалить ноту, можно кликнуть один раз правой кнопкой мыши, и нота удалится. Следующее окно называется Mixer, и обычно оно находится внизу в FL Studio. Mixer нам нужен, чтобы добавлять эффекты для звуковых дорожек и уменьшать или увеличивать громкость каждой звуковой дорожки. Сейчас мы попробуем отправить синтезатор на любую звуковую дорожку и добавить эффект. Будем использовать цитрус, который я уже добавила на Channel Rec. Чтобы отправить его на микшер, здесь нужно потянуть левой кнопкой мыши наверх, и у нас появляются цифры. Эти цифры показывают, на какую дорожку в микшере отправляется конкретно этот синтезатор. Допустим, мы отправим ее на первую дорожку, и тогда звук у нас будет выходить из первой дорожки. Можно увидеть это по индикатору громкости вот здесь. Для того, чтобы добавить эффект для этой дорожки, справа от микшера можно увидеть треугольник, который меняет направление. Если на него навести, нажать левой кнопкой мыши и выбрать эффект. Допустим, Fruity Delay. Эта кнопка отвечает за громкость эффекта. Можно сделать пониже, либо, нажав сюда, вообще отключить эффект. Сверху у нас есть кнопки управления, такие как Play. Если нажать еще раз, то здесь будет пауза, либо можно нажать пробел, это тоже пауза. Справа от Play и пауза есть Stop. Он отличается от паузы тем, что он возвращает звуковую дорожку в самое начало. Допустим, если мы нажмем паузу здесь, то мелодия остановится на половине проигрывания. А если нажать стоп, то она вернется в самое начало. Также здесь можно увидеть настройки темпа бита. То есть чем выше значение темпа, тем быстрее будет бит, и тем ниже, тем медленнее. Чтобы не сбиться с бита и поставить все ноты в правильные по темпу места, нам поможет метроном. Чтобы его включить, нужно нажать один раз на вот такой логотип. Также, если вы не знаете, какая кнопка за что отвечает, слева экрана FL Studio есть название кнопок. Допустим, если я наведу на метроном, то слева здесь появится надпись «Метроном». Еще одна полезная кнопка в главном меню – это Master Volume, то есть мастер громкость. Она нужна во время редактирования и создания бита, чтобы мы могли регулировать громкость бита. Прежде чем приступить к созданию бита, я попробую рассказать базовые элементы музыкальной теории. Она нам поможет создавать бит
Начнем с самого начала. Что такое звук? Звук — это вибрация воздуха, которую уши воспринимают как колебания. Колебания бывают низкими, и нашим мозгом это считывается как бас, он звучит вот так. Средние, то есть вокал, какой-то инструмент, например, пианино или гитара, она звучит вот так. И высокие. Это хай-хеты, тарелки и такой звук, похожий на какое-то насекомое, такой ц-ц-ц. Это высокие частоты. Звуки условно можно поделить на 3 категории: музыкальные, немузыкальные и шумовые. Музыкальные звуки — это звуки, которые воспринимаются человеческим мозгом как нота. Это пианино, гитара, либо пение, вокал. Немузыкальные звуки — это звуки, которые не воспринимаются как музыка. То есть это может быть стук, хлопок, какой-то шорох. В общем, все, что мы не можем определить как музыка. Шумовые звуки — это длительные немузыкальные звуки, имеющие продолжительность. Допустим, шум дождя, гром. Немузыкальные звуки чаще всего используются в создании ритма, а шумовые звуки используются для создания атмосферы, придания биту глубины и живости. Теперь, когда мы понимаем, что такое звук, попробуем разобраться, что такое нота. Нота — это название конкретного музыкального звука. Их всего 7: до, ре, ми, фа, соль, ля, си. Либо, как в международной системе и как написано в FL Studio, это C, D, E, F, G, A и B. Эти ноты могут повторяться снова и снова, только на разных высотах. То есть можно сыграть ноту до либо си очень низко, либо очень высоко. Сейчас я покажу, как в Piano Roll лучше понять, как устроены ноты. Если вы открываете FL Studio первый раз, то в Piano Roll мы увидим только ноту си. Остальные ноты слева от экрана нам не будут показаны. И для того, чтобы подсветить все ноты, чтобы нам было удобнее, нужно сделать такую последовательность действий. Нажимаем на треугольник, переходим на вкладку View, дальше Key Labels и выбираем All Notes, то есть все ноты. И мы видим, что у нас появились все названия всех нот. То есть, как я уже сказала, можно сыграть ноту до низко, и можно сыграть ее высоко, либо еще выше. Теперь разберемся, что такое аккорд. Аккорд — это несколько нот, которые играются одновременно. Обычно аккорд состоит из 3 нот, но иногда бывает и больше. Но самые простые аккорды состоят обычно из 3 нот. Также аккорды можно тоже условно поделить на 2 категории: веселые, то есть мажорные, и грустные, минорные. Сейчас мы попробуем в Piano Roll сыграть любой аккорд. И вообще аккорд можно построить от любой ноты. Мы попробуем построить до мажор сейчас. Чтобы построить аккорд до мажор, нажмем на ноту до и G. И у нас получается до мажор. Для того, чтобы построить до минор, все то же самое, только вместо И у нас будет D sharp. Sharp — это вот эта решетка. И у нас получился минорный аккорд до минор. Чтобы легче запомнить, как строится мажорный или минорный аккорд, то
просто запомните, что для построения мажорного аккорда мы отступаем 3, вот такие 3 ступни, наверху 2, а для построения минорного аккорда мы отступаем сначала 2 ступеньки, а потом 3. Для чего нам нужно понимать, что такое аккорд? Потому что любая мелодия — это последовательность аккордов. То есть несколько аккордов, которые играются бесконечное количество раз, и получается песня. Любая мелодия состоит из последовательности аккордов. В качестве примера, чтобы понять, как работает аккордная последовательность, или, можно сказать другими словами, гармония, мы будем использовать пример песни «Черные глаза». Для этого нам, чтобы узнать, какие аккорды в этой песне, просто введем название песни в браузер плюс аккорды. Выйдем на любой первый попавшийся сайт, и можно увидеть здесь аккорды. Допустим, мы видим, что в припеве аккорд до мажор, соль мажор и F. Попробуем повторить эту же гармонию в FL Studio. Для того, чтобы переписать гармонию, будем использовать FL Keys. Это встроенные в FL Studio клавиши. Выбираем FL Keys, переходим в Piano Roll и повторяем эту аккордную последовательность. У нас аккорд до минор, и еще раз до минор. Для того, чтобы скопировать несколько нот сразу, нужно удерживать Ctrl и левой кнопкой мыши выделить все ноты. Дальше, удерживая Shift, перенесем все ноты на правую сторону. Построим аккорд соль минор, то есть это G, A sharp и D. И последний аккорд Фа. Найдем Фа и построим мажорный аккорд. И у нас получилась простая аккордная последовательность. Создание гармонии является основой для любого трека, для любого бита. То есть, придумав аккордную последовательность, можно использовать ее за основу, а дальше уже наслаивать бит другими звуками, исходя из этой аккордной последовательности. Если вам трудно придумать мелодию, аккордную последовательность самой, то вы можете переписывать аккорды из любого трека, потому что это не считается плагиатом, так как нельзя запатентовать аккордную последовательность, потому что нот ограниченное количество, и все равно все комбинации уже известны. Если вы хотите придумать свою мелодию, не опираться уже на существующие треки, то для этого есть два подхода. Первый — интуитивный, и второй — математический. Интуитивный заключается в том, что нужно просто открыть FL Studio, выбрать любой синтезатор и пробовать писать все, что придет в голову, вообще все, что по кайфу. Либо вы можете вбить в Google таблица аккордов, попробовать переписать их в FL Studio, совмещать, комбинировать в любой последовательности, пока не получится то, что вам понравилось. Для того, чтобы понять, как работает математический подход, нам поможет такой инструмент, как квинтоквартовый круг. Вот так он выглядит. Это таблица умножения для битмейкеров, для композиторов. Она нам нужна, чтобы понимать, какие аккорды сочетаются друг с другом. В этой таблице
вы видите круг, состоящий из двух слоев. То есть наверху у нас мажорные аккорды, внизу минорные. И для того, чтобы построить гармонию, вы можете ткнуть в любое место и построить аккорд вот от этого места. Что это значит? Это значит, что если вы выбрали любой аккорд, то соседние с этим аккордом справа, слева, сверху, либо снизу, все они будут сочетаться друг с другом, и вы их можете использовать в любой комбинации. Также есть более понятная таблица, она выглядит вот так. Слева вы видите тональность, а справа аккорды, которые вы можете использовать. То есть вы выбираете любую тональность и используете аккорды, которые есть вот в этой строке. Любую из этих 12 тональностей. Давайте попробуем сочинить мелодию, используя эту таблицу. Допустим, мы выберем тональность до. Она помечена как си. Для того, чтобы создать мелодию, оставим инструмент FL Keys, откроем Piano Roll, удалим ранее добавленные ноты и выберем любые аккорды, которые входят в тональность си. Давайте попробуем добавить аккорд си мажор. Если вы не знаете, какие ноты входят в аккорд си мажор, это можно загуглить и увидеть, как они обозначаются на пианино. Мы добавили аккорд си мажор, теперь попробуем добавить второй аккорд. Это соль, то есть G. И добавим финальный аккорд фа. Теперь у нас есть 3 аккорда, которые сочетаются хорошо друг с другом, и эту мелодию можно брать за основу и использовать ее как начало для создания бита. Чтобы упростить работу с тональностями и с аккордами в FL Studio, есть такая функция, как подсветка нужных нот. Для этого мы перейдем в треугольник, выберем View, и в меню Scale Highlighting у нас есть вот здесь тональности, а справа мы можем выбрать это мажор или минор. Теперь ноты, которые входят в тональность си мажор, у нас подсвечены светлым цветом. Это значит, что мы их спокойно и свободно можем использовать и не задумываться о том, сочетаются они друг с другом или нет, потому что они точно будут сочетаться. Теперь мы будем делать бит пошагово. Начнем с создания мелодии. Для этого бита я выбрала тональность F минор и, соответственно, аккорды, которые подходят под эту тональность, выйдут вот здесь наверху. Мелодию основную мы напишем на инструменте FL Keys. Нажимаем плюсик на Channel Rec, выбираем FL Keys и переходим в Piano Roll. Для того, чтобы подсветить ноты, которые пригодятся в этой песне, в этом бите, переходим в View, Scale Highlighting и выбираем F минор Melodic. Аккордная последовательность, которая будет в бите, это C-sharp, C-sharp, F минор, D-sharp и G-sharp. Перепишем ее в Piano Roll. У нас получается вот такая мелодия. Темп, кстати, 114 BPM, так как
Нам нужно что-то медленное, ambient. И, как я говорила, мы используем инструмент, который позволяет в FL Keys подсвечивать нужные ноты. И благодаря этим подсвеченным нотам я добавлю еще несколько нот, чтобы разнообразить бит. И так как FL Studio — это инструмент, который все делает по клеточкам, нам нужно добавить немного человечности, придать биту. И для этого некоторые ноты мы поставим немножко не по сетке, чтобы создать иллюзию, что это создано не компьютером, а человеком. Для того, чтобы двигать ноты не по сетке, нужно удерживать Alt и слегка передвигать ноты. Теперь для того, чтобы сделать этот звук более живым, мы добавим несколько эффектов. Отправим этот инструмент в микшер, выбрав цифру 1. У нас он появляется в микшере, и сейчас мы будем добавлять эффекты. Первым делом мы добавим Fruity Reverb для создания эха, слегка подкрутим некоторые клавиши. Например, dry означает, что эхо будет более сухим, wet означает, что звук будет более смазанный, распространен на все пространство. Здесь size мы можем увеличить дистанцию эха. Delay мы добавляем дополнительное эхо. Второй эффект называется Fruity Fast Dist. Он добавляет легкий дисторшн, то есть слегка искажает звук. Для того, чтобы его настроить, можете просто покрутить некоторые кнопки и посмотреть, как это звучит, как звук отличается от прежнего. Я оставлю на вот таких параметрах. Третий эффект, который я добавила, называется Fruity Phaser. Сложно описать, как он меняет звук. Он просто очень сильно искажает звук, добавляет реверба, дисторшена. Если покрутить эти кнопки, то можно разобраться, как он работает. Также наверху справа в меню Fruity Phaser есть готовые пресеты. Пресеты — это настройки, которые были придуманы заранее. И здесь, чтобы не накручивать эффекты самому, можно просто выбрать, какой эффект вам больше нравится, какой пресет. Четвертый эффект, который я добавляю, называется Fruity Love Filter. Он помогает работать с частотами, то есть убирать лишние, либо увеличивать, уменьшать, какие уже есть. Я выбрала 1 и 8 канал и немного покрутила Volume и кнопку Cut. Послушаем, что у нас получилось. То есть звук растворился, стал более отдаленным, более приглушенным. Это как раз то, что и нужно для ambient бита. Вообще основная фишка моих битов — это очень сильно наслаивать мелодии для того, чтобы создавать атмосферу. Поэтому эту мелодию и придумав мелодии на основе этой гармонии, мы будем дополнять атмосферу и загружать ее, и вкладывать туда очень много звуков, чтобы погрузить слушателей в ambient пространство. Следующий синт, который нам понадобится, называется Flex.
Мы скопируем мелодию, которую создали в FL Keys, и добавим ее в Flex. И чтобы чуть-чуть поменять настроение, мы сократим ноты в 2 раза, чтобы они не играли у нас постоянно. В меню Flex у нас есть раздел поиска. Ищем эффект, один из моих любимых, называется Haunting Hour. Выбираем его, никак не меняем настройки, так и оставляем. Теперь, когда у нас есть основная мелодия, нам нужно создать бас. Бас — это важный элемент в любом бите, в любой композиции, который придает биту мощь и делает его более плотным. Для того, чтобы создать бас, мы выберем синтезатор под названием 3X Hosk. Ноты для баса мы скопируем из основной мелодии и оставим только последнюю ноту в каждом аккорде. Как вы слышите, бас звучит недостаточно плотным, и поэтому мы слегка изменим настройки. Для того, чтобы изменить настройки, мы, во-первых, выключим третий канал на 0, потому что он нам не пригодится. А во втором канале мы ставим эту циферку на -12, чтобы у нас снизился бас. И также нам нужно понизить ноты на октаву ниже в пиано-роле. Вот так сейчас у нас слышно бас. Ноты получились слишком длинными, поэтому мы сократим все и оставим только основную. И чтобы еще немного разнообразить мелодию, мы слегка поменяем басовые ноты. Снизим это до D-sharp и добавим еще G. G-sharp. Для добавления еще большей атмосферы мы добавим еще один синтезатор. Он называется Citrus. И выберем эффект, который называется Ambient Echoes. То же самое, копируем сюда мелодию из FL Keys и слегка ее изменяем. Давайте поменяем пресет, потому что он слишком дурацкий. И поставим какой-нибудь оркестровый. Добавим в конце последнюю ноту, чтобы мелодия получилась более завершающей. И в конце получится вот так. Мы создали цикличную мелодию, которая будет являться основой бита. И дальше мы будем просто ее наслаивать, искать синтезаторы, которые больше подходят под атмосферу бита, и настраивать эффекты. Сейчас у нас мелодия звучит слишком ambient, поэтому нам нужен какой-то инструмент, который будет очень сильно выделяться из общего ряда, и с помощью которого слушателю будет интереснее наблюдать за драматургией бита. Снова нажимаем плюсик в Channel Rack, выбираем тот же самый инструмент, который мы использовали для баса, 3X
оск и немного по-другому его настраиваем. Для этого в строчке 1 нам нужно выбрать 24, здесь оставить 12, и этот можно выключить. А для piano roll мы пропишем такую мелодию. Мы создали мелодию, которая будет выделяться из ambient ряда, и теперь нам нужно добавить к ней несколько эффектов. Пока это звучит вот так. Первым делом мы добавим Fruity Parametric EQ2. Он помогает работать с частотами. Мы вырежем неприятные звуки, которые звучат слишком громко и выделяются из общего ряда. Можно их увидеть по тому, как они выбираются наверх. То есть это обычно выглядит так. Какая-то палочка выходит наверх, поэтому мы ее просто срезаем. Теперь добавляем Fruity Delay 2. Fruity Delay так же, как и он есть, ничего не меняем. Дальше мы добавляем Fruity Distortion и выбираем эффект Overdrive. Следующий эффект называется Fruity Wave Shaper, и он помогает сгладить все эти неприятные частоты. А еще чаще всего он может вообще вырезать звук, поэтому можно сделать его слегка потише. Добавляем Fruity Phaser и выставляем любые настройки, крутим, пока нам не понравится результат. Добавили Fruity Low Filter, чтобы сделать звук более теплым, более приятным. Теперь попробуем понизить мелодию, основную мелодию, которая выделяется из этого ambient ряда, чуть пониже. Может быть, так будет звучать лучше. Теперь попробуем добавить сюда вокал, но вокал здесь будет не основной, а скорее будет просто добавлять атмосферу. В FL Studio слева в браузере есть папка PEX, и сюда входят лупы, инструменты, ударные, гитары и так далее, которые можно использовать бесплатно. Они все royalty-free, это значит, что вы можете их использовать в коммерческой и некоммерческой музыке, создавать с помощью них свои треки, выкладывать на площадки, продавать биты, продавать музыку, которую вы делаете вместе с ней, и зарабатывать на треках, которые вы создаете с этим паком бесплатно. Она создана специально для продюсеров, для всех, кто пишет музыку и биты. Переходим во вкладку Vocals и выбираем четвертый трек, потому что он подходит под тональность, и размещаем его под цифрой 3.
И делаем слегка потише. То есть... Пока он слишком сильно выбивается из общего микса, поэтому на этот вокал мы тоже докинем несколько эффектов. Fruity Reverb и Delay. Можно открыть пресет Cathedral. Во Fruity Reverb эти настройки нам подойдут. Добавим Fruity Delay, но выключим, снизим его громкость, потому что я не хочу, чтобы голос слишком сильно смазался. Теперь, чтобы добить атмосферу, мы сделаем так. Мы экспортируем эту ambient мелодию, соединим все слои и обратно загрузим в FL Studio. Для этого нам нужно выделить паттерн 1, выключить этот металлический звук, который выделяется из общего микса, нажать на трек 1, Consolidate Track, Time Selection и Start. Теперь мы экспортировали дорожку и снизим ее на 1 тон. Для этого нам нужно нажать 2 раза на трек и в вкладке Pitch понизить ее до конца влево. Она будет звучать вот так. А вместе с основной дорожкой будет звучать так. Попробуем немного дописать мелодию в конце, потому что она, мне кажется, недостаточно завершенной. Для этого открываем Flex, находим пресет, который называется Orchestra, выбираем All, Orchestra, выбрали пресет, открываем Piano Roll и добавляем ноты. Теперь попробуем добавить еще живой инструмент. Для этого нам нужно добавить гитару. И так как у нас нету здесь записанные, точнее, так как у нас здесь нету гитары, мы не можем ее подключить, или если у вас нет гитары, то можно использовать пак, который есть в FL Studio. Здесь есть готовые записанные гитары. Переходим в инструмент, гитар и выбираем Start Soft 2. Для этого переходим в Packs, гитар и выбираем Strat Pose A. Открываем Piano Roll и добавляем такие ноты. Точнее, открываем сначала инструмент, выбираем Strat Soft 2, 1 в скобках 2 и добавляем ноту. Гитара у нас сейчас звучит очень неживой, и оживить мы ее сможем с помощью эффектов. Перекидываем ее на канал и добавляем Fruity Chorus. Выбираем пресет 50 D-Tune. Дальше выбираем пресет Fruity Flanger. Он очень хорошо сочетается с гитарами. Оставляем настройки так, как есть. Выбираем еще раз Fruity Delay 2. И тоже оставляем настройки такие, как они здесь. И четвертый эффект. Мы добавляем немного дисторшена. Для этого нам нужен Fruity Blood Overdrive. Увеличим пост-фильтр, увеличим Color и слегка Preamp. Теперь займемся ритмом. Ритм — это вторая часть бита. Ритм — это то, что делает бит живым, это то, под что люди качают. Ритм задает настроение и задает кач в треке. Для того, чтобы понять, как работает ритм, нам нужно запомнить такие понятия, как кик, снейр или клэп и хай-хэт. Кик — это бас-бочка, это то, под что обычно качаются люди. Он звучит очень низко и звучит как такой низкий удар. Обычно, если это техно-музыка, то там прямая бочка, то есть она звучит вот так вот, непрерывно,
и поэтому людям хочется танцевать. Снейр или клэп — это такая перебивка между киками, чтобы появился такой вот эффект ритма, то есть тут-стац. Вот, для этого нужен снейр. И хай-хеты, еще называют трещотка, она нужна для того, чтобы человеку было легче следить за ритмом. Это непрекращающиеся такие щелчки, очень высокие. Вот, они нужны для того, чтобы человек не сбивался с ритма. Чтобы понять, как расположить все эти звуки, нам нужно понимать, что такое доля и что такое такт. Попробуем 4 раза посчитать в ладоши. Например, 1, 2, 3, 4. Каждый раз, когда я била в ладоши, это называется доля, а вместе все 4 удара называется такт. И когда мы пишем мелодию, обычно мелодия состоит из одного квадрата. То есть 1 квадрат — это 8 тактов. Чтобы понять на практике, как это все работает, давайте вернемся в FL Studio и попробуем придумать бит для нашей композиции. Для начала мы поставим кик, откроем снова, зайдем в браузер, откроем Drums, Kicks и выберем кик под названием Attack Kick 27. Для этого перейдем в Drums, Mode Audio, зайдем в Kicks и выберем Attack Kick 27. Перенесем его в Channel Rec. Сейчас кик у нас звучит довольно сухо, поэтому мы переведем его на микшер и сделаем звук кика более плотным с помощью эффектов. Переводим его на 5-ю дорожку, выбираем Fruity Parametric и вырезаем середину. Чтобы это сделать, просто нужно понизить то, что находится под цифрой 4, 5 и 6. Добавляем Fruity Love фильтр и включаем 1 и 8 канал. Теперь будем создавать ритмический рисунок с помощью кика. Для этого расставим кик в Channel Rec, как показано будет у меня. И чтобы у нас ритм записывался на другую дорожку, наверху поменяем паттерн 1 на паттерн 2. Перейдем в плейлист, включим, нажмем одной кнопкой, левой кнопкой мыши, у нас появится паттерн номер 2, и кик мы уже будем писать сюда. Чтобы отодвинуть мелодию и посмотреть, что там дальше, внизу есть такая стрелочка. Если ее удерживать, то можно двигать экран и посмотреть, что будет правее. Либо можно открыть Piano Roll, скопировать 2 такта и просто их повторить. Для того, чтобы повторить, нужно выделить этот фрагмент наверху, где у нас есть цифры, и нажать Ctrl-B. Мы записали все в паттерн 1, но ничего страшного, можно выделить опять все, Ctrl-A, Ctrl-X, вырезать, перейти в паттерн 2, Ctrl-V вставить. Теперь вставим этот паттерн в плейлист. У нас кик звучит слишком высоко, поэтому мы можем его отпустить вниз. Теперь мы пропишем снейр. Для того, чтобы написать снейр, мы опять перейдем в браузер, выберем Drums, Mode Audio, перейдем в Snares и выберем Attack Snare 22. И поставьте снейр в указанные места. Попробуем заменить кик на
более низкий и более плотный, потому что сейчас я не чувствую, что он дает какой-то кач. Попробуем заменить на Attack Kick 4. И в некоторых местах у нас получилось слишком много киков, поэтому попробуем некоторые кики удалить. Теперь, чтобы сделать звук снейра более плотным, переведем его в микшер и добавим эффекты. Так, на снейр мы можем накинуть Fruity Flangus. Здесь мы можем не менять настройки пресета. И по классике добавим Fruity Reverb. Еще мы добавили дилей, чтобы у нас получился эффект, что снейр звучит несколько раз. Дальше мы дополним ритмический рисунок добавлением хай-хэтов и других дополнительных вещей, типа symbols. Они у нас тоже есть в браузере. Хай-хэты бывают открытыми, бывают закрытыми. Например, открытые звучат вот так, а закрытые вот так. Добавим хэт под названием Ma Bruce Hat. Он находится в папке Hi-Hats, внутри папки Drums Mode Audio. И пропишите ему вот такой рисунок. Скопируем этот hi-hat и перенесем на другую часть, Ctrl-C, Ctrl-V. Основа нашего бита готова, теперь мы будем заниматься сборкой бита. Сборка бита — это когда мы делаем из короткого лупа полноценный бит. Для этого нужно придумать, что будет в интро, что будет в припевах и что будет в куплете и в аутро. Обычная структура любой песни, она примерно такая. Самая классическая — интро, куплет-припев, аутро. Иногда еще добавляют бридж между куплетом и припевом. И также эту стандартную формулу можно менять, как вам удобно. Бывает и такое, что в треке, либо в бите вообще отсутствует структура, и он бесконечно идет куда-то, где-то есть кульминация, потом он опять затихает, потом опять поднимается. В общем, ее можно выстраивать вообще как угодно. Но сегодня я хочу придержаться классическому строению бита, поэтому мы сделаем интро, куплет, припев, куплет, припев. Для того, чтобы собрать бит, нам, во-первых, нужно разделить все дорожки, потому что сейчас у нас в плейлисте они все записались на 2 паттерна, на одной мелодия, на второй сам ритм. И для того, чтобы разделить, нам нужно нажать правой кнопкой мыши на паттерн 1, Split by Channel, и вот здесь у нас выйдут все дорожки. Скопируем их, нажмем Ctrl-A, чтобы все скопировать. Перенесем обратно в плейлист. Удалим эти дорожки отсюда. И то же самое нужно сделать со вторым паттерном. Split by Channel. Перенести все в плейлист. Сейчас у нас бит состоит из 13 дорожек. Для того, чтобы сделать из всех дорожек интро, нам нужно удалить некоторые слои, чтобы они звучали чуть попозже в куплете либо в припеве. Попробуем оставить в интро только FL Keys. Это то, что мы записали в самом начале.
и оставим звуковую дорожку. Она будет звучать вот так. Интро у нас звучит вот так. Дальше у нас начнется куплет. Для куплета можно открыть некоторые дорожки, сделать так, чтобы они появились, чтобы появилась какая-то динамика в бите. Поэтому мы скопируем дорожки из интро и включим некоторые дорожки для куплета. Сделаем, увеличим еще припев, точнее куплет, и добавим сюда еще какую-нибудь дорожку, например, Octave Orchestra. Теперь перед припевом сделаем небольшой бридж. Для того, чтобы сделать бридж, нам нужно обратно отпустить динамику вниз, чтобы припев звучал более мощнее. Для этого мы можем оставить только 1, 2 или 3 дорожки. И оставим еще кик. То есть у нас заканчивается бридж. И начинается припев. Дальше на второй куплет и припев можно не заморачиваться и скопировать все, что начинается с куплета, и просто повторить это еще раз. И бит готов. У нас есть интро, куплет и припев. И теперь, чтобы сохранить этот трек, нужно нажать «Файл», «Экспорт», «Wave файл» и сохранить в любом месте. Когда у нас собран бит, следующий этап — это сведение и мастеринг. Обычно сведением и мастерингом занимаются отдельные люди, инженерки по сведению и мастерингу, но битмари тоже должны знать основы сведения для того, чтобы подготовить трек к следующему процессу. Сведение нужно для того, чтобы все дорожки в композиции звучали целостно и сбалансированно. 90% успеха сведения — это настройка громкости. Нужно сделать так, чтобы все частоты хорошо прослушивались, чтобы хорошо прослушивался бас, потому что он будет вести слушателей по гармонии, по мелодии бита, чтобы прослушивался вокал, либо, если нет вокала, если это бит, гитара и инструменты, и высокие частоты, чтобы тоже было хорошо слышно. Вот, я дам несколько советов по сведению. Во-первых, нужно сделать так, чтобы все звуковые дорожки были переведены в микшер, и каждая звуковая дорожка была на своем отдельном канале.
Во-вторых, на кнопке «Мастер» есть такая кнопка, называется Stereo Separation, либо Mono Separation. Если мы повернем эту кнопку вправо, то звук будет в моно у нас. И желательно, когда вы сводите трек, перевести его в моно и прослушать, как он звучит в моно. Если в моно все звучит хорошо, значит в стерео 100% он будет звучать хорошо. Также для того, чтобы усилить атмосферу, иногда создают панораму. Панорама — это когда некоторые звуковые инструменты смещаются в левое ухо, а некоторые в правое ухо. То есть, чтобы в наушниках, либо на любых колонках какой-то звук шел громче с левой стороны, какой-то с правой стороны. Это нужно, когда очень много инструментов и не хватает одного пространства. Для того, чтобы расширить звук, его помещают вот так вот в стороны, и это создает объем. Для примера мы попробуем некоторые звуки перевести влево, некоторые слегка вправо, и у нас создастся атмосфера за счет того, что у нас увеличится панорама звука. Также лайфхак номер 2 – это вывести трек в WAV файл и попробовать прослушать его на разных устройствах, например, в наушниках, на динамике телефона, на динамике компьютера, в машине, и сделать так, чтобы звук звучал везде хорошо. После того, как у нас готов трек и он более-менее сведен, для того, чтобы его сохранить, нужно нажать «Файл», «Экспорт» и «Wave». И наш бит готов. Чтобы ваш бит увидели другие музыканты, нам нужно загрузить его на площадку. Одна из самых популярных площадок — это BeatStars. Там можно зарегистрироваться и загрузить трек в формате WAV. Также можно предоставить трек-аут, то есть дорожки самого бита. Он экспортируется в FL Studio через файл, экспорт, WAV, и мы нажимаем Split Channels. А более подробно о том, как продвинуть ваш трек в YouTube, как сделать так, чтобы его увидело большее количество артистов, я расскажу под ссылкой в описании в документе. Теперь домашнее задание. Под описанием к этому видео я оставила пак из звуков, которые я создала сама, гитары, вокал, все что угодно. Используя этот пак, попробуйте создать свой бит, и готовые работы отправляйте на почту, я их очень жду и буду рада предоставить обратную связь. Всем спасибо, надеюсь, мой урок был полезен вам, жду ваших работ.